В январе 2024 года Манхэттен жил своей привычной жизнью. Сверкающие витрины на Пятой авеню, шум такси, спешащие прохожие, рекламные экраны, которые никогда не гасли. Миллиардер Майкл Браун сидел на заднем сиденье своего черного лимузина и просматривал презентацию на планшете. Вскоре его ждали инвесторы, серьезные люди, готовые вложить миллиарды, если он сумеет убедить их в успехе нового проекта. Майкл уже не помнил, когда в последний раз по-настоящему волновался перед встречей. Все в его жизни давно стало игрой с понятными правилами. И вдруг, словно случайный сбой в идеально выстроенной системе, он заметил девочку на углу улицы. Ей было лет 7, одета она была в слишком тонкое пальто, которое не спасало от пронизывающего январского ветра. Перед ней лежал кусок картона с нарисованными черными и белыми клавишами. И девочка играла на них так, словно это был настоящий рояль. Ее пальцы двигались с уверенностью, глаза блестели, а губы чуть шевелились, будто она слышала музыку, которая для остальных существовала лишь в ее воображении. Майкл попросил водителя остановиться. Его вдруг кольнула память: сестра Лиза. Маленькая, светловолосая, с тем же упорным взглядом. Когда-то она мечтала стать пианисткой, часами сидела за старым инструментом, пытаясь извлечь чистый звук. Но болезнь оборвала ее жизнь слишком рано, оставив Майкла с пустотой, которую он так и не сумел заполнить. Он привык считать, что забыл ее, но в этот миг девочка на улице вернула ему утраченные воспоминания с такой силой, что стало трудно дышать. Позже он узнал, что девочку зовут Эмили. Она осталась сиротой после трагической аварии, а приютить ее решился только Джон, седой, худой, когда-то известный джазовый пианист. Он потерял все — семью, карьеру, здоровье. Но в Эмили он увидел шанс подарить миру хоть что-то светлое и стал ей приемным дедом, учителем и единственной опорой. Денег им едва хватало на еду, но Джон сделал для девочки картонное пианино, чтобы хотя бы пальцы учились помнить движения. Для Майкла это стало ударом. Он, обладающий целым состоянием, никогда не задумывался, каково это — верить в музыку, которой нет, и все равно играть, потому что иначе нельзя. Встреча с Эмили изменила его. Он оплатил ей обучение в лучшей музыкальной школе Нью-Йорка, подарил настоящий рояль и купил для них с Джоном небольшой уютный дом. Но главное, он снова начал жить не ради очередных сделок. Его дни наполнились встречами с Эмили, сначала робкими уроками, потом ее первыми маленькими концертами. Джон иногда садился за клавиши рядом и, хоть пальцы уже дрожали, аккомпанировал ей. Майкл постепенно понял: счастье не в графиках и счетах. Счастье в том, что где-то в доме звучит музыка, которую когда-то не услышала его сестра, но которую теперь играет Эмили. Ирония заключалась в том, что именно несуществующая музыка, картонные клавиши, на которых невозможно извлечь ни одной ноты, открыла ему дверь в жизнь, о которой он давно забыл. Жизнь, где есть тепло, вера и возможность любить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.